культуру. Да, то есть мы формируем и пропагандируем новую культуру IT-проектирования, которая заключается в надежности. То есть у нас ниша – это то, чтобы разобраться в том, как программное обеспечение влияет на наши жизни, да, то есть эту техногенность, потому что сейчас программное обеспечение оно везде, абсолютно. Вот. Второе – это то, что разобраться как сделать их программно надежными, да, чтобы они, я не говорю о том, что мы избавимся полностью от ошибок, то есть как минимизировать количество этих ошибок, как разработать стандарты, высокие стандарты, высокого качества, надежности, тестирования, архитектуры и прочего. Вот. Кроме этого, одна из миссий нашего института – это пропаганда этой надежности, профессиональной этики и гордости за результат. Есть одна такая небольшая проблема, что на мировом рынке IT у Украины очень большая конкуренция, которая в количественном плане, мы эту конкуренцию давным-давно проиграли, потому что в Индии 5 миллионов программистов, в США 5 миллионов программистов, в России 2 миллиона программистов. У нас в стране, к сожалению, около 100-150 тысяч программистов. И ниже вот этого количества мы количеством уже мир взять не можем. Но у нас есть шанс, да, выйти в эту нишу сверхнадежности, то есть чтобы, например, все знали, когда нужно пойти разработать управляющую программу для самолета, квадрокоптера или для какой-то большой финансовой системы, где транзакции на миллиарды долларов, то это нужно идти к нам, к украинцам, да, что мы построим систему по таким стандартам, которая даст гарантию, что не будет сбоев. Вот. Ну а если нужно просто сделать какие-то там миллион сайтиков, то это пойти к какой-то другой стране. Вот, то есть вот такими вот вопросами занимается наш институт. То есть мы с одной стороны исследуем эту проблему, с другой стороны разрабатываем эти стандарты надежного программирования и обучаем их. А как можно сказать, что вот данная программа надежна, а данная нет, пока вы ее не испытали? Действительно, вы правы, что любую программу, да, то есть ее, во-первых, нужно испытывать, да, но эти все принципы надежности мы предлагаем закладывать еще на этапе проектирования, да, так называемые надежные архитектуры, то есть в которых происходит какое-то дублирование или троирование каких-то критичных узлов. Вот. Кроме этого, мы еще исследуем один такой важный вопрос, это как культура проектирования, культура программирования, потому что из личного опыта я знаю, что можно навязывать какие угодно стандарты высокие, но если человек это не его, то есть он культурно не принял это качество, то это очень сложно. Поэтому, кроме этого, мы сейчас пытаемся еще менять культуру программирования, да, чтобы программист, не нужно было его заставлять писать как-то качественно, там, без ошибок, чтобы он сам уже понимал, вот, хорошо, что сегодня много школьников присутствует, да, что пускай люди уже со школы знают, что это должна стать культурной особенностью человека, что он пишет надежно и качественно и следует всем этим высоким стандартам.